Акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Рисуем орхидею. Мы уже с вами рисовали дикую орхидею. Ссылку я оставлю на этот урок в конце видео. Сегодня же мы будем рисовать разновидность благородной орхидеи контуром и техникой мазка в цвете. Итак, приступаем. Начинаем с контурной орхидеи. Набираем на среднюю кисть или на малую контурную кисть, как вам удобней, черную краску или тушь. Я предпочитаю краску, потому что тушь сильно течет и дольше сохнет. Работаем с самым кончиком кисти. Когда работаем контуром, главное, что сделать? Нарисовать форму и структуру цветка. Мы все равно потом будем заполнять этот контур цветом. Итак, когда вы рисуете благородную орхидею, вы можете представить себе, что в принципе вы сначала рисуете два уха у слона. Да, очень похоже. Затем мы должны подрисовать еще один задний лепесток, который видно между двумя средними, и два выступающих нижних. Серединка у орхидеи, она всегда разная, до необыкновенного многообразия. Также обрисуем контуром бутоны. Работаем кончиком кисти. Ветки орхидеи, они достаточно устойчивые. Как правило, они высоко тянутся вверх и затем уже начинают сгибаться под тяжестью цветков. Как вы знаете, у орхидеи очень плотные лепестки, они могут показаться даже как восковые. Располагаем по нескольку цветков на ветке. Я нарисую две ветки орхидеи по тому же самому принципу. Располагая цветки под наклоном сверху вниз. Рисуйте разные ракурсы, не так, чтобы этот цветок всегда было видно прямо в лоб, иногда боком и полубоком. Красиво смотрится, когда есть несколько веток с бутонами. Не забывайте изображать и бутоны. А теперь переходим к листьям. В случае контурной орхидеи мы нарисуем и листья тоже контуром. По тому же самому принципу черной краской или тушью, работая самым кончиком. Листья у орхидеи достаточно кругловатые и в то же время вытянутые, и тоже имеют твердую форму. Нарисуем листья для обоих веточек орхидеи. И перейдем к работе с цветом. Набираем на среднюю кисть сиреневый и на кончик посадив более темный оттенок, и рисуем те два главные лепестка, от которых мы отталкиваемся. Прижимаем кисть от кончика до самой пяточки и, держа кончик в том самом месте, в серединном, мы двигаем кисть в направлении сверху вниз или снизу вверх, но не отрывая кончик. И затем по тому же самому принципу мы подрисовываем один лепесток посередине и два нижних. Смысл зафиксировать кончик и провести кистью в нужном направлении, образовывая мазок. Цветки в другом ракурсе мы рисуем по тому же принципу, но уже работая кистью, ставя ее ребром и боком. Прорисуем несколько веток с фиолетовой орхидеей. Изображаем цветки в разных ракурсах, придерживаемся того же самого принципа мазка, оговоренного прежде. Не забываем и про изображение бутонов. Бутоны отображаются просто отпечатком кисти в виде капли, прижатием кисти от кончика до самой пяточки. Напоминаю мазок. Ставим кисть от кончика до самой пяточки, прижав к бумаге, и
Зафиксировав кончик и не двигая его, двигаем кисть в направлении сверху вниз или снизу вверх. А сейчас заполним серединки контурных цветков тем же самым фиолетовым цветом, просто закрашивая серединку, уже намеченную контуром, тем же самым фиолетовым сиреневым оттенком. Соответственно, можно использовать и другой цвет. Теперь, если у вас, как и у меня, закончились белые азиатские краски, азиатские белила, то можно взять обычную гуашь, набрать на среднюю кисть, а на кончик посадить желтого, воспользовавшись другой кистью. И по тому же самому принципу мы начинаем заполнять контур. Ставим кисть, прижимая от кончика до самой пяточки, а потом протаскиваем ее снизу вверх или сверху вниз, или в нужном нам направлении. В случае заднего виднеющегося лепестка здесь уже кончик нам не нужно держать именно четко в середине, он следует за кистью. Главное, чтобы он шел по той линии, на которой был прежде зафиксирован. Итак, по такому принципу мы заполняем лепестки, прежде прорисованные контуром. Боковые, задние и выступающие передние. И, соответственно, бутоны. Теперь приступим к ветке. Набрав оттенок зеленого, мы работаем самым кончиком средней кисти, прорисовывая линию от точки до точки. Линия должна быть дугообразная и, соответственно, к основанию цветка она утолщается, а к окончанию саму ветка должна утоньшаться. Значит, соответственно, где мы хотим получить более тонкую линию, мы оказываем меньше давления на кисть, а там, где более толстую линию, оказываем большее давление на кисть. Как вы видите, ветка орхидеи изображается как насаженные друг на друга поочередно дугообразные линии. Заполняем цветом листья, которые прежде нарисованы контуром. Набрав оттенок зеленого, даже лучше два, один основной, другой посадив на кончик, мы заполняем контур, но не просто зарисовывая его как раскраску, а по мазочному принципу. Прижимаем кисть от кончика до самой пяточки и тащим этот отпечаток в виде мазка в нужном нам направлении. Можно взять кисть большую по размеру, тогда все будет выполнено в один мазок, а не в несколько заполняющих мазков. Не делайте все листья одинакового зеленого оттенка, меняйте оттенок. То же самое в плане стебля мы повторяем и с орхидеей, цветной орхидеей, просто меняем оттенок зеленого, более подходящий к цвету самого цветка. Те же самые линии от точки до точки, дугообразные, насаженные друг на друга, тонкие к концу и более толстые к своему основанию. Теперь нарисуем листья мазочным принципом. Набираем оттенок зеленого и прижимаем кисть от кончика до самой пяточки и тащим этот отпечаток в нужном нам направлении. Лист выполнен в два мазка, в основном подведен друг к другу со сторон. Итак, прижимаем кисть от кончика до самой пяточки, оставляем отпечаток и тащим этот отпечаток в нужном нам направлении, и затем подрисовываем к нему такой же сбоку, с другой стороны, мазок. Еще немного поработаем с серединкой. Смешаем ярко-желтый с белилами, чтобы желтый не потерялся, так как он сам по себе весьма прозрачен. И обведем фиолетовую серединку таким дугообразным волнистой
дугообразной линией. И заполним также серединку фиолетовых цветков, также желтым, смешанным с белым, с белилами, чтобы не потерялся желтый цвет на фоне другого цвета. Мы ставим точку, от этой точки проводим дугу к ней, зеркально подводим такую же и просто вокруг обрисовываем это точками. Работаю малой кистью. Теперь, взяв чистый белый цвет, белила, я напоминаю, что я в данный момент работаю гуашью, потому что мои азиатские белила кончились, а другие, которые я заказала, еще не успели приехать, так что вы запомните, можно попользоваться и гуашью в данном случае. Итак, малой контурной кистью я просто провожу линии по форме лепестков. Я заполняю не все лепестки, а основные, 2 боковых и задний, выпирающий на заднем плане. Так я поступлю со всеми фиолетовыми цветками. Это сделает их более интересными. Также подведу немного и бутоны. Просто линии от точки до точки тонкой контурной кистью. И последнее, что мы сделаем, это обведем уже подсохшие листья у цветной орхидеи более темным зеленым самым кончиком кисти, просто обводя их контуром и проводя в середине одну более толстую линию. Это наши последние мазки. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, чтобы еще бы вы хотели, чтобы мы вместе нарисовали.